Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы сделаем коррекцию моей единственной клиентки, любительницы однотонного покрытия. Сделаем коррекцию и при этом накрасим в один тон. В данном случае у нас коррекция на карапусенькие ноготочки. При этом клиентка до того, как попала ко мне, утверждала, что гель на ней совершенно не носится. Изначально мы ей делали коррекцию только при помощи акрила. В данном случае мы уже где-то с полгода работаем с нею акрилатиками, и они нормально у нее на руках держатся. На самом деле я бы с ней не согласилась, я более чем уверена, что и классическая гелевая система будет у нее хорошо держаться, но у нее внутренняя неприязнь классического среднемоделирующего геля. Поэтому для того, чтобы ее не расстраивать, мы с нею делаем при помощи акрилатиков. Как раз таки вот такие клиенты лишний раз доказывают, что мастер должен уметь работать всеми видами материалов, потому что все равно есть клиенты, которые, как ты их не уговаривай, как ты им не доказывай, все равно будут утверждать, что на их руках акрил носится, все остальное держаться не будет. Поэтому иногда проще, чем переубеждать такого рода клиента или терять такого рода клиента, потому что он все равно пойдет искать того мастера, который будет работать с ним акрилом. Так вот, чтобы не потерять таких клиентов, мастер должен уметь работать и акриловой системой, и гелевой системой, и гель-лаковой, и акрилатиком, и всеми видами материалов. Общее в этих системах одно – это подготовка натурального ногтя. Ко всем видам работ с искусственным материалом ноготь подготавливается одинаково. В данном случае мы вычищаем птеригий очень тщательно, очень хорошо убираем все клетки птеригия с поверхности ногтевой пластины, потому что если мы плохо зачистим птеригий, у нас обязательно пойдут отслойки со стороны кутикулы. Причем это не касается, каким бы материалом мы ни работали, акрилом, гелем, гель-лаком, чем угодно. Если мы плохо вычистим птеригий, у нас будут отслойки. Поэтому, если вы сталкиваетесь с отслойками в своей работе, вот вам первая и самая распространенная причина. При этом очень часто птеригий находится не только под кутикулой, в подкутикульном карманчике, но и на поверхности самого ноготочка. Бывает такая вот кутикула, прилипающая, налипающая, которая стелется по ногтю и доходит вот на весь отросший ноготь, могут быть чешуйки птеригия, поэтому вычищаем хорошенечко. Далее, как обычно, праймер, базовый гель, и переходим к моделированию. В данном случае у нас коротенькие ноготочки, коротенькие квадраты. Нам нужно будет достроить боковые стеночки, немножечко добавить нижних направляющих. Все это будем делать при помощи акрилатика, потому что клиентка другие материалы на своих ногтях не приемлем, и мы об этом с вами уже говорили. В принципе, здесь ничего сложного, быстренько выкладываем ноготочек. Акрилатик у нас безумно послушный, выкладывается практически сам по себе, раскладывается в полупрозрачный тон у кутикулы, а на кончике имеет очень плотный, красивый камуфляжный оттенок. Ссылочку на материал, как обычно, оставлю в описании, посмотрите, кому необходимо. Очень часто меня спрашивали, почему я не делаю опил фрезой. Ну, потому что пилочкой мне пилить привычнее, потому что пилочкой мне пилить удобнее и быстрее мне все-таки пилить получается пилочкой. Но, тем не менее, грязный опил, когда необходимо снять какие-то излишки материала, я могу делать фрезером. Хотя, в принципе, быстрее было бы запилиться сразу начисто пилкой, чем сначала проходиться фрезером, а потом пробегаться пилкой.
Но если кто-то хочет освоить опил фрезером, обратите внимание на движение фрезы и на угол наклона. От кутикулы фрезу мы поворачиваем под углом 45 градусов для того, чтобы выставить апекс на наших квадратах, а вот в боковых параллелях и на площадочке стараемся держать максимально ровненько. При этом следим, чтобы у фрезы не было ярко выраженного пузика. Нам нужна максимально прямая фреза. Почему? Потому что если будет вот такой вот пузик, он нам может пропилить дырку в нашем ногте. То есть у нас будут не ровные боковые направляющие, а такие слегка на пузико изогнутые. В общем, надеюсь, вы поняли, о чем я хочу вам рассказать и представили, как это будет выглядеть. Мы же тем временем пробегаемся пилкой. Что нам необходимо? Конечно же, дооформить свободный край. В данном случае еще немножечко доубрать длину, потому что клиентка попросила сделать ноготочки немножечко покороче. Ну и, собственно говоря, собрать окончательно материал в кучку. Как обычно, выпиливаем натуральный ноготочек изнутри. Обычно я это делаю алмазными насадочками, но в данном случае все алмазные насадки были у меня в мойке, поэтому я схватила чистую, ту, которая была под руками. Это твердосплавная иголочка. А теперь переходим к покрытию. В данном случае мы будем делать зеркальную втирку на ноготочки, поэтому покрываем наш ноготь черным гель-лаком, подводим аккуратненько все места в районе кутикулы боковых валиков. Потом все это дело просушиваем, покрываем финишем без остаточной липкости и на финиш втираем зеркальный пигмент. В принципе, совершенно ничего сложного. Единственное, зачем нам необходимо проследить в данном дизайне, это ровность финишного покрытия перед затиркой пигмента. Потому что если где-то как-то неровно ляжет финишное покрытие, пигмент это все проявит, покажет и будет не очень симпатично. Итак, перекрываем финишным покрытием с легким выравниванием, для того, чтобы максимально ровную поверхность получить в итоге. И потом затираем зеркальный пигмент.
Очень часто у меня в комментариях спрашивают, почему после того, как вы затерли зеркальный пигмент, вроде бы все хорошо перекрываешь финишем, и финиш становится уже не такой уж зеркальный, а такое впечатление, как будто просто металлизированный ноготь. На самом деле вот этот эффект очень зависит от качества самой втирки. То есть здесь от качества вашего пигмента зависит, насколько зеркальные ногти у нас получатся. Я нашла тот пигмент, который остается идеально зеркальным даже после перекрытия топом. Причем я пробовала массу разных топов на этом покрытии, все равно ногти получаются зеркальными, если видите, вон она, я в них отражаюсь. Ссылочки, как обычно, ищите в описаниях. Я же надеюсь, сегодня была вам полезна. Надеюсь, вы узнали что-то для себя новенькое, открыли что-то интересное. И на сегодня я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!